Друзья, здравствуйте! Мы в городе Быхове. Мы в самом въезде, в самом начале города. Здесь у нас лесхоз. Мы будем двигаться в сторону города. Снимаем Быхов улицы. Итак, друзья, раннее утро. Приближаемся с вами к Октябрьской площади. Так, здесь у нас по левую руку редакция газеты «Маяк Приднепровья». По левую руку памятник уже снимал со мной. Ну а далее прямо по курсу еще один памятник. Подъедем, тоже посмотрим. Памятник в честь годовщины 65-й победы в Великой Отечественной войне. Но мы с вами будем продолжать наше движение. Итак, друзья, здесь слева Советский переулок примыкает, а мы приближаемся к Октябрьской площади. Место массовых гуляний, концертов каких-то. Также здесь заканчиваются парады, и люди, получается, выстраиваются на этой площади перед сценой. По левую руку у нас здесь памятник в честь Баркаламбовской летописи. Установлен к Дню письменности в виде такой книги. Мы с вами едем дальше по Октябрьской площади. Здесь по левую руку Дом культуры или Центр культуры. Проезжаем его. По правую руку Певчее поле. Уже мной снималось. Мы едем к доске почета. Итак, друзья, доска почета Быховщины. Продолжаем наши съемки. Сегодня, друзья, будем снимать самые известные места Быхова. Улица Ленина. Ту улицу, которую проезжал каждый, который был мимоходом в Быхове или жил здесь. Далее у нас здесь пересечение с улицей Куйбышева. И на домах здесь такие граффити сделаны.
Король Хаткевич. И едем правее, посмотрим. Лев Сапега. Это, так сказать, наши отцы-основатели. Можно так назвать. Выдающиеся личности. Граффити сделаны к Дню письменности. А мы с вами продолжаем движение по улице Ленина. Итак, друзья, далее у нас пересечение с улицей Пролетарская. Проезжаем мимо. По левую руку универмаг. По правую здесь у нас такое сердце, композиция. И на мосту здесь прикреплены, получается, замки. Молодожены их прикрепляют при свадьбе. Это у нас такая композиция. Далее по курсу Евролопт. И по правую руку кинотеатр Родина. Был переделан полностью к Дню письменности, как внутри, так и снаружи. Получается, появилась здесь парковка для автомобилей. Что касается переделок внутри, то количество мест было уменьшено, но они стали более комфортными. Также здесь на заднем дворе сделали такие дорожки, лавочки, беседка. Снова граффити. И кинотеатр Родина. Ну, а мы продолжаем дальше наше движение по улице Ленина. Пересекаем сейчас с вами улицу Первомайская. Ну и по правую руку здесь бывший магазин Центральный, который сейчас уже не центральный, переименовали все. И здесь у нас райисполком или райсовет, памятник Ленину. По левую руку здание музея. Магазин Апельсин.
Итак, друзья, здесь по левую руку памятник морской славы. Тоже уже мной снимался. Сейчас подойдем, посмотрим. В общем, мемориал морской славы. Так, друзья, продолжаем наше движение по улице Ленина. Пересекаем перекресток с улицей Социалистическая и едем дальше. По правую руку здесь у нас расположен райисполком. Какие-то работы проводятся. Перед ним установлена вышка, как видите. Друзья, по левую руку здесь у нас есть лесад Солнышко. Далее идет первая школа. Сейчас снимем вблизи. Ну и здесь также по правую руку граффити. Из-за зелени не очень хорошо видно первую школу. Памятник Марату Козлову. И здесь справа примыкание улицы Максима Горького. Продолжаем наше движение. Итак, друзья, бывший магазин Эдельвейс, в котором сейчас пингстреф и трикотаж свитанок. Но мы подъезжаем к 5 углам, так называемым. Здесь у нас площадь Красовского. По левую руку фонтан. Ну а здесь аллея героев. Ладони переделаны. В прошлом году снимал их, не было этого шара. И плацдарма переделали. Также композиция «Лебеди» отремонтирована, тоже установлена на платформу. Вот так все это выглядит теперь. Аллею героев вы видели, снималась.
дом быта. И вот не так давно вернули этот камень в честь 50-летия освобождения Дыхова. Раньше он здесь стоял. Потом площадь Красовского была переделана. И вот его вернули. Соответственно, плакат. Красовский Степан Акимович, герой Советского Союза, в честь которого и названа эта площадь. Ну а мы с вами будем двигаться дальше. Ресторан Днепр, гостиница. Фонтан. Так, оставляем мы с вами площадь Красовского. Будем двигаться дальше по улице Ленина. Итак, друзья, здесь у нас по правую руку общежитие, по левую магазин Мила. Итак, друзья, продолжаем наше движение по улице Ленина. Здесь у нас небольшая композиция в честь 80 лет Победы. Центр соцобслуживания на втором этаже, аптека. Парк 50 лет Победы. Мной снимался уже. Едем дальше. Здесь у нас здание фонд соцзащиты. Пока транспорта нет, можно съехать на дорогу. Так, едем дальше по улице Ленина. Приближаемся с вами к вокзалу. Прямо по курсу. Здесь у нас Озон, магазин. Слева примыкание улица Пушкина. Здесь вокзальный переулок, но мы его проезжаем, движемся далее.
Слева примыкание улицы Грумова. Проезжаем его. Итак, друзья, раннее утро. Людей не то чтобы много. Ну, где-то здесь, получается, улица Ленина заканчивается. Мы с вами поворачиваем на Красноармейский переулок. Будем снимать его. Друзья, зима была без снега, а сейчас все, что не выпало снегом зимой, выпадает дождями. У нас столько много дождей, поэтому не всегда получается даже снять для вас материал. Ну и здесь мы упираемся в улицу Стахановская. Будем заканчивать ролик. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч.